Хочу показать отрывок Леонарда Бёрнштейна про мелодию. Это отрывок из его достаточно длительного выступления, и он уже начинается с минут 20 где-то или 15 от начала этого выступления. Поэтому некоторые части могут быть упущены. Моя задача перевести и пояснить некоторые термины, которые он уже ввел тут. Посмотрим. Давайте. Well, now that's a lot of hard stuff we've been discussing so far. Ну, это достаточно много сложных вещей, которые мы обсуждали до сих пор. So, to make it clearer and easier for you, Так что давайте, чтобы было проще и легче понять для вас то, что мы говорим, we're going to play you a whole movement from a Mozart symphony. мы сыграем вам целую часть из симфонии Моцарта. The first movement of his great G minor symphony. Первую часть его великолепной симфонии в соль миноре. Это 40-я симфония, не говорит, может будет интересно. Which will illustrate everything we've been talking about so far. Которая покажет все, что мы обсуждали до этого. I'm sure you all know the beautiful theme that opens this movement. Я уверен, что вы все узнаете прекрасную тему, с которой начинается эта часть. It's a perfect example of that 1-2-3 method we learned about before. Это прекрасный пример того метода 1, 2, 3, который мы обсуждали ранее. Метод 1, 2, 3 это что-то вроде на старт внимания марш или, не знаю, внимание камера мотор или как там. Суть в том, что есть типа 1, 2, это вот на старт внимания или внимание камера. И эти первые две части, они повторяющиеся, и они, не сильно меняются, короче говоря. И две повторяющиеся части. Есть третья, вот это мотор или марш, или еще как-нибудь. Это третья часть, которая как бы раскрывает первые две, или как-то более усиленная форма третьего повторения, развития. First there's a phrase. Вначале идет фраза. And then he repeats the same phrase slightly lower. И потом повторяет эту фразу немного ниже по тональности. And then third, the takeoff. И в-третьих, вот это на 3, пуск, мотор. Now, certainly nobody will quarrel with that as being unmelodic. И точно никто не пожалуется, что это было не мелодично. It has such a beautiful shape and arch. Оно имеет такую прекрасную форму и арку. Переход. The way it goes up and down. То, как оно идет вверх и вниз. Это я переводить не буду. And that's another important feature of good melody. Это еще одна важная особенность хорошей мелодии. Its shape. Ее форма. The curve it makes. Та кривая, которую она делает. As it rises with tension and then sinks down in relaxation. То, как она поднимается с напряжением и опускается с расслаблением. And this Mozart theme is a perfectly shaped melody. И эта тема Моцарта прекрасно сформирована. Она имеет прекрасную форму. Sure you'll all agree with that. Я думаю, что вы все с этим согласитесь. But in the course of the movement, as the theme is being developed, Но в течение всей части, в то время, когда тема будет развита, you'll find all kinds of places that might be called unmelodic. вы можете найти множество мест, которые можно назвать немелодичными, или могут быть названы, Or at least less melodic. или, по крайней мере, менее мелодичными. But you're ready now to understand that even those places are melodic. Но вы уже готовы после 20 минут сказать, что даже эти места являются мелодичными. As much as the opening theme is,
также, также мелодичными, как и начальная тема, с которой начинается эта первая часть. If you just listen to them correctly. Просто если вы будете их правильно слушать. For instance, Например, you'll notice that the very first two notes of the main theme вы можете заметить, что первые две ноты этой темы, those two notes form a little motive by themselves, эти две ноты создают свой мотив, just as in Wagner. так же как в Вагнере. Remember that motive, Запомните этот мотив, because it's used all through the movement. потому что он будет использоваться во все части. About halfway along in this movement, Посередине этой части one part of the orchestra is playing with this motive this way. одна часть оркестра будет играться с этим мотивом или играть его. While the strings are playing in counterpoint the same two-note motive, only stretched out in long notes. В то время как струнные будут играть в противовес те же самые две мелодии, но более растянуты во времени. И противовес — это некоторый термин, который он тут ввел. Если кратко, то это мелодия поверх другой мелодии, которая немного отличается или много отличается. Другая мелодия поверх одной мелодии. You see? So that Видите? together it all makes this wonderful sound. Так что в сумме они создадут вот такой великолепный звук. And that's all made out of those first two little notes that I played for you before. Это все было сыграно или основано на тех первых двух нотах, которые я вам сыграл в открывающем мотиве. So you see, it's all pure melody, even the development parts. Так что вы можете видеть, что это все чистая мелодия, даже в момент развития музыки. And the same is true of this seemingly unmelodic section. То же самое можно сказать об этой части, об этой секции, которая кажется немелодичной. Now, some people would say that passage lacks melody. Кто-то может сказать, вот этот пассаж явно не имеет мелодии. But the theme is right there, only it's down in the bass instruments here. Но эта тема все еще с нами, этот мотив, он просто спрятан в басовой части музыки. While on top here, there's exciting counterpoint going on, the way it goes in a Bach fugue. В то время как здесь, в струнных, на высоких нотах, играется интересный противовес этой мелодии. You see, you just have to learn to listen for melody in the depths of music as well as on top. Видите ли, нужно слышать мелодию не только на верхушке музыки, но еще и в глубинах ее, на низких частотах. Tunes aren't always on top. Напев он всегда сверху. And if you do listen that way, how different that same passage will sound to you. Just try and listen again. И если вы будете искать эту мелодию, вслушайтесь, то для вас этот пассаж будет звучать совершенно по-другому. Попробуйте еще раз. You see? Слышите? And what's even harder to hear Что еще сложнее услышать? is melody that's neither on top nor on the bottom, Когда мелодия ни снизу, ни сверху музыки, but in the middle, sort of like the middle of a sandwich. но посередине, как будто в середке сэндвича, бутерброда. Now, here's one place in the movement you should be on the lookout for, where again that little two-note motive is being developed on top. И здесь... Стоп, что Be я on the подсказал? lookout for. И еще одно место, где стоит поискать мелодию, в таком случае, когда она посередине,
это where again that little two-note motive эти опять два двухнотный мотив этот проигрывается is being developed on top over motionless notes on the bottom. поверх поверх неподвижных нот Like this. снизу. Now, in the middle, there are two clarinets having their say about the motive. Like И где-то посередине две кларнеты показывают свое видение этого двухнотного мотива. this. And they're so sweet and tender that it would be a shame if you missed them. It would be like И они настолько мягкие и нежные, что было бы печально их упустить. having two pieces of dry bread with nothing in them. То же самое, как съесть бутерброд, где два куска хлеба, но ничего в середине. So now listen to the whole sandwich, top slice, bottom slice, and clarinet filling. Так что давайте прослушаем весь сэндвич. Верхний кусочек, нижний кусочек и кларнетная начиночка. So all that is melody too, Так что все это тоже мелодия, made out of those first two little notes of the theme. сыгранная из двух нот темы. Well, I think you're ready now to hear this great movement by Mozart and listen to it as melody, all of it from start to finish. Я думаю, что вы готовы прослушать всю часть эту симфонии, всю первую часть этой симфонии от Моцарта, и прослушав ее от начала до конца, как Not just the мелодию, themes, не как какую-то themselves, тему с the развитием, development of those themes and the motives as well, но развитие и мотивов, и тем, with all their counterpoint. It's и со всеми их противовесами. all melody, every moment. Это все мелодия, каждый момент. Каждый момент. As well with all their counterpoint, every moment.
Now, the title of this program is What is a Melody? И название этой передачи «Что такое мелодия?». Well, what is it? Have we found out yet? Ну что же это такое? Узнали ли мы? Any series of notes, we said before, but that's not a very satisfying answer because Ну, как мы говорили раньше, что мелодия — это набор нот. some series Но, как мы увидели, что этого недостаточно. of notes please us and others don't. So Некоторые набор нот нас радуют, а некоторые нет. I guess the question ought to be, what makes an unmelody? Скорее вопрос должен быть, что делает не мелодию, антимелодию, нет, просто не мелодию. Well, so far, we've discussed a few of the reasons why some people find certain kinds of music unmelodic. Но мы увидели, что есть некоторые части, которые можно считать не мелодичными. Like melodies going against each other is in counterpoint. Например, когда мелодии идут друг напротив друга или одновременно, то, что мы называем противовесом. Or a melody singing away down in the bass, not Или мелодия, которая играет где-то там внизу в басе, easily recognized, or нелегко распознаваемая, buried in the middle of a sandwich, which или где-то посередине сэндвича, is hard to find, которое сложно найти, увидеть. or a melody constructed out of tiny motives, which is not exactly a tune. Или мелодия, которая соткана из наборов маленьких мотивов, которые нельзя назвать напевом. But the really important reason, and I think this is what I've been trying to get at all this time, Но самая главная причина, как мне кажется, то, что я пытаюсь вам показать за это время, is the question of what our ears expect. In other вопрос в том, что ожидают уши слушающего. words, what we call taste. Или, другими словами, то, что мы называем вкусом. And that in turn depends on what our ears are used to hearing. А это зависит от того, что наши уши привыкли слышать. For instance, we've seen today how important repetition is in making a melody easy to latch onto. Например, мы можем показать то, что, как мы видели раньше, повторение мелодии может помочь понять, что это мелодия, быть услышанным. Okay, but what happens when we hear melodies that don't repeat at all? Ну и дальше он рассказывает долгая история, бла-бла-бла-бла-бла, про, например, мелодии, которые не повторяются. Эта концовка не очень такая веселая, наверное. Вот. Ладно. Всем удачи. Всем пока. Всем это лично тебе. Тебе пока.